Друзья, всем привет! Это Большая Камбоджа, Александр. Эпи, привет! Привет! Смотрите, у Эпи уже такой костюмчик небольшой, маска. И Тимур у нас тоже в таком костюме, ну скажем так, в импровизированном. Потому что сегодня мы едем в детский сад, в который ходит Тимур, и там будет сегодня представление, так называемое костюмированное. Потому что это будет Хэллоуин. Такой Хэллоуин в детском саду, короче, будет сегодня. Я вам хочу показать. Посмотрите, как он там проходит. Потому что мы, кстати, первый раз идем на такое представление. А в камбоджийских садиках, вот в который камбоджийский садик ходил Тимур, такого представления не было. Соседи спросили, а что же с его лицом-то так происходит? Они-то не знают, что это такое. Поэтому, скажем так, Хэллоуин, он в большей степени для западного, скажем так, мира. Потому что в западном мире его отмечают везде. А в самой Камбодже, как бы, ну так, постольку-поскольку, ну, скорее всего, так же, как и у нас. Кто-то там, как бы, что-то может и делать, но однозначно не так, как, допустим, его отмечают на Западе. На Западе, как бы, там к этому празднику очень сильно подходит. Но это такой, скажем так, весь этот праздник — это такой маркетинг на потребление, потому что много всяких там украшений продается, костюмов, кто-то там украшает дома и так далее и тому подобное. Это только, скажем так, я это как раз ценю как бизнес, но с другой стороны, все равно какие-то должны быть все-таки праздники проходить для какой-то там радости и всего такого подобного. Ну, посмотрим, что будет сегодня в садике. Так, вот, значит, наш садик. Good morning. Привет! Добрый день или вечер. Ну как у вас тут все готово? А я от солнца, видишь, прячься. Я понял, ты костюм от солнца прятаться специальный, да? Друзья, сегодня я вас хотел еще познакомить с Никитой, потому что когда я устраивал Тимура в этот садик, оказывается, что здесь работает еще Никита. Он оказался подписчиком моего канала. Вот. Всем привет. Ну ты расскажи, как ты попал в Камбоджу? Слушай, ну на самом деле мы здесь уже были несколько раз с женой. Жена была раз 8, наверное. Все очень нравилось в Камбодже. Мы давно хотели как бы приехать сюда. Ну и так совпало, что этим летом пригласили сюда на работу. Вот, в принципе, я здесь, в Камбодже. Вот. А до приезда в Камбоджу жена такая: давай посмотрим, может, какие-то блоги по Камбодже есть, видеоблоги. Ну давай. Я говорит, вот здесь хороший парень, прикольно рассказывает. Говорит, Большая Камбоджа. Я говорю, да ладно, дай посмотрю. Там посмотрела, прикольно. Я говорю, давай посмотрим Сиануквиль. Как раз выпуск с Сиануквилем был, по-моему. Вот. Я такой, фига себе, там все преобразило. Вау, классно. Вот, ну и в принципе с Александром познакомился тоже случайно, потому что мне говорят, вот там есть из России, ну как бы наполовину хмер, наполовину русский парень. Я говорю, да, ладно, а как зовут там родителя? Я говорю, не Александр случайно? Нет, ну не знаю почему-то, я говорю, Александр, нет, не Александр. Ну ладно, вот. Потом же остались после учебы на продленку, на какие-то занятия. Жена говорит, слушай, там, говорит, вроде бы с Большой Камбоджи Александр, говорит. Я говорю, да ладно. Я такой выхожу, смотрю, там уже след простыл, он уже умчался, короче, в свой там город обратно. Вот. И на следующий день подловил старшую здесь привет, смотрю, точно, я говорю, Да. И мы вот так вот прямо здесь, около входа в садик, собственно говоря, познакомились. Да. Вот, ну это, конечно, прикольно получилось, знаешь, очень интересно. Вот, что как бы и мне хорошо, что, по крайней мере, я более спокоен. Под надзором. Да, я более спокоен за Тимура, потому что Тимур в этом садике в таком интересном. Ну, садик, да, такой, он небольшой. Нет, ну, как бы садик с 2008-го был организован двумя мамами, когда здесь в Камбодже, в Пномпене вообще было сложно с какими-то международными садиками, приемлемыми по цене, вообще, ну и по качеству.
И они, соответственно, своих детей сюда записали, потихонечку садик разбился. Ну, сейчас у нас порядка 100 человек в одном кампусе, порядка там чуть поменьше, порядка 50 в другом кампусе, ну, для взрослых. Вот. А здесь как бы один из основных и самый такой уютный для детей, самый приятный, мне кажется. Ну, в принципе, Саша, наверное, ты сегодня там сделаешь мини-обзорчик. Да, конечно, обязательно сделаю, посмотрю. Да, интересная у нас сегодня будет программа. Так что, друзья, приятного просмотра. Ну что, штанишки тебе мама подрезала? Здесь бассейн такой есть. Купаются они тоже, занятия у них проходят. Так, а мы вот с Ником вышли тут еще кофейку взять. Слушай, ну расскажи, а какие там еще, там же вот есть у нас факультативы, у нас там есть какая-то йога, да, у нас даже у нас. продленка есть, у нас получается есть йога, плавание 2 раза в неделю, у нас есть музыка, у нас есть искусство, ну это там рисование, скульптура и так далее. Есть еще хмерские английские классы, кто хочет изучать. Математика, но это для отстающих, это уже в праймере больше интересно. А для детей, что маленьких еще есть. Тайквондо. Очень популярно, кстати, тайквондо и плавание. Слушай, вот это... спорт, на самом деле, здесь очень популярен. Вот именно тайквондо, я не знаю, группа, ну, максимум 15 человек. Да никогда не наберется 15 человек. Там, за один раз 13, кого-то там мы даже отсеяли, и сейчас она полная. Не, я хочу, чтобы Тимур тоже на тайквондо ходил. Вот, ну он по пятнице. По пятницам, да? По пятницам там, но смотри, там надо смотреть по какому возрасту. Там все где-то лет 5-6 пацанам. Вот. Да пускай идет в 3. Пускай идет, что попробует. О! Никита нам покажет вообще сейчас, как садик, и будет небольшая экскурсия. Да, но давай, у нас получается по садику разбросано несколько различных столов, где стоят учителя, ассистенты, и, соответственно, детям предлагаются различные развлечения, Ну это по сегодняшнему, скажем так, празднику, да? Да, да. Ну, заодно мы как бы еще и посмотрим, как бы садик. Да, небольшой весь, тур. Да, небольшой тур сделаем. Получается и детская площадка, для маленьких детей здесь спортплощадка, ну, в зависимости от расписания. Слева у нас бассейн, плавание, соответственно, там проводят. Вот, здесь у нас сегодня, так, у них конкурсы с шапками ведьминскими, сейчас я свою палочку потерял. Здесь у нас получается фейспейтинг, ну, рисование на лице, ну или на руках, где хотят. Да, слушай, а еще такой вопрос. А учителя, получается, вообще все иностранцы? Да. Кмеров вообще нет? Есть только одна, она в самом начальном классе, но, естественно, она англоговорящая, только на английском говорит, и она с самого основания школы, она на самом деле, ну... Уже такой старый древний кадр. Она, знаешь, еще 100 очков даст иностранкам. Понятно. Но я просто за нее держусь, потому что ко мне приходят иногда иностранцы и говорят, а вот у нас знакомые, там, не знаю, 15 лет назад приводили свою там дочку, мальчика и так далее, у нее был вот этот учитель, и мы как раз к ней хотим, и она здесь. Ну, то есть, вот, хорошая репутация просто. Вот, а так все остальные это британцы, южноафриканцы, ну, то есть, все native speaker. Ага. Так, там у них пост по поводу конкурсы с кошками. Вот там слайм. Сейчас пойдем потихонечку пройдем. Здесь мы поставили вот как раз начальный класс. Сегодня у них здесь это комната начального класса, да? Да, это класс у начальника. Здесь у них получается слаймы сегодня. Вот, и возможно чуть подальше или выше, сейчас посмотрим. Нет, здесь это слайм. Так, значит, это твоя семья. Это пока моя семья на фотосессии. Окей, just now, a little bit later, okay? I'm sorry. Да, здесь у нас получается, фоторамка. Заснимем все подряд. Сделаешь фото, получишь конфетку. Отлично. Так, ну пойдем.
Там у нас администрация, приемная для... Администрация, да, вот это приемная, я здесь Здесь был. тебя принимали, без Да. меня. Это ваш коллектив. Это наши отцы-основатели наверху, дальше внизу уже администрация с главами, ну, Это ты. да, вот там я, да. Еще молод и красив. Здесь, соответственно, все наши учителя и специалисты, которые нам преподают отдельно йогу, спорт, французский. Ну, французский у нас француз преподает, плавание, квалифицированные специалисты. Вот, сейчас сюда пойдем, там будет громко. Скорее всего, потому что там детей. Библиотека. Здесь у детей библиотека. Здесь у нас дети иногда спят, отдыхают после обеда, ну, особенно маленькие. Сейчас там кто-то даже сидит, лежит, прячется от всех. Здесь можно поспать, отдохнуть, потому что здесь же особо не принято, чтобы дети спали в садике, как, допустим, в России. В России же спят. Спят, ну, в России спят 2 часа, здесь час, иногда даже больше. Но мелкие спят побольше, естественно, ну, как, то есть силком никто не просыпается. Если там ребенок спит, с ним ассистент остается до конца, и он потом как просыпается. Пойдем наверх, на второй этаж. Попади в стаканчик. Ага, так, что тут? Здесь получается еще один класс. Вот, они объединены вместе. Это уже 4-летний. Вот. А пойдем оттуда с этой стороны. Проще пройти. У тебя такой презентабельный, кстати, вид вот с этим плащом. С плащом. Слушай, а думаю, жарко, ты правда представляешь? Да, я представляю, да. Hello. Так, еще один класс у нас здесь. Здесь получается... А, вот, класс Тимура, я забыл сказать. Вот же. С той стороны можно зайти и пойдем. Он же сначала был в классе для маленьких. Да, потом поняли, что пацан-то тянет больше, чем показалось. Так, это его класс, да? Hello. Да. Это его руководительница, да. Тимур in-down. Да, это классный руководитель Тимура. Сейчас мы будем ходить, там получается еще один класс находим, с другой стороны тоже обойти 2 входа, 2 выхода. Там, по-моему, дом с привидениями мы изобразили. Интересно. Слушай, ну хорошо организован праздник. Заходит все черное, а белое выходит слева. Так, а это что за кабинет там А дальше? это вот как раз вход в другой. Ну это они сделали там... Это их же, да, кабинет, но с другой. Друзья, вы понимаете, что мы как бы делаем обзор садика и в то же время делаем обзор праздника, поэтому такое наложение происходит. Но я думаю, будет все понятно вам. Я вот сюда, кстати, еще не поднимался. Внизу там, мы когда забираем Тимура, всегда внизу там, а вот сюда еще не поднимался. Так, ну что, идем дальше? Еще дальше? Пойдем. Еще выше? Да, ну вот здесь у них где батут, стоят столы, это итинеры, ну то есть типа, столовые, нет, опочивальни. А здесь они кушают, да? Здесь они кушают, то есть ланчи здесь проходят, да. Ланчи все здесь проходят, то есть под открытым небом, и в снег, и в дождь, и... Ага, отлично. Ну идем дальше. Музыкальная, как оно, ИЗО, по-моему, в России, да, было? ИЗО, изобразительное искусство, музыка и так далее. Здесь занимаются. Здесь занимается, да, отдельный класс. Есть также и мастерская, особенно, ну, когда мы делаем зимние и летние лагеря, прошу здесь парня одного, он прям, ну, у него руки золотые, он с ребятами, там, с девчонками мастерит разные поделки там из дерева, трудовик. Слушай, ну и такой еще вопрос. Дети, получается, конкретно хмеров нету? Нет, почему? Есть. У нас порядка до 30% это хмеры. И все остальные это разношерстные. Я посчитал недавно, у нас порядка 25 национальностей. Интересно. Ну да. Очень много национальных садиков.
Ну, да, в принципе, может быть и поэтому, ну, как бы народ сюда и идет, то что не, там, не знаю, не 50% хмеров или не 60% хмеров, а все-таки поменьше, вот, но у нас нет такой политики, вот у нас есть просто в некоторых школах политика, не больше там 30-40%, чтобы в классе одной национальности было, ну, это они так завуалированно говорят, чтобы не так много хмеров, а на самом деле, ну, чтобы удержать вот поток и иностранных экспатов, и детей, и, соответственно, там, и, со смешанных браков, и ну, баланс более-менее в классе поддерживается, обычно вот ну, такое негласное правило. Но на самом-то деле много-то и не записывается. Очень много экспатов, очень много. Они, ну, как бы экспатов, те же вьетнамцы, японцев. Японцев у нас очень много. Вот, Японцев вообще в Пномпене много. Вот, да, китайцев у нас мало. У нас, по-моему, если не дать соврать, по-моему, 2 всего. Ну, на самом деле, потому что как китайцы, У них они все-таки в общину, они в своей общине близко держатся, они не хотят так-то распыляться. Вот. Ну или они вот в этих дорогих школах, типа ISPP, там, Canadian School. Окей, сейчас подписчики спросят, сколько стоит у нас обучение? Ну, в среднем от $2500 в год до 7000. Вот. В зависимости от возраста. В зависимости от возраста, зависимость, допустим, маленького ты там на полдня, либо на весь день. Вот. И в самом начале просто обычно платится вступительный взнос, а он единоразовый, да. И, соответственно, ежегодные там небольшие взносы, это у нас на поддержку книги, материалы для детей и так далее. Но это как бы все платят. Ну и, соответственно, обычное годовое обучение. Вот. У нас в праймере, то есть уже в начальной школе, это получается с 5 лет, при праймере идет, у нас идет куррикулум, у нас IB, International Baccalaureate. То есть есть British куррикулум, есть вот International IB. Вот у нас IB было. Не было, а есть в принципе. Отлично. Ну, вот, так получается... что после этого IB ты можешь также получить, так сказать, выписку, досье по своему ребенку, перейти в другую школу, которая поддерживает IB или там British куррикулум, и также спокойно на тот же уровень поступить. Отлично. Ну, получается, чем старше, тем дороже. Чем старше, тем дороже, да, потому что для старших классов там нужны более другие специалисты, у которых тоже есть определенные корочки этого образования. Вот, и поэтому, в принципе, и выходит дальше. Подремонтировать. Вот здесь вы проводите йогу и танцы. Да. Это у нас последний этаж. Четвертый, да. Я вначале сказал, что тут всего 2 этажа, ну, потому что я только 2 и видел. Оказывается, здесь... Дальше не пустили. Да, здесь скрыто. Я забыл сказать, что у нас еще после продленки еще есть хип-хоп. Возможно, тоже балет, но на балет нужно группу набирать. Хотя балет, он один из таких самых, по-моему, популярных танцев в Камбодже. Именно балет. Интересно. Сюда нужно российских балерин привозить и обучать. Так женщина, которая балет преподает, она из Казахстана. Вот. Ну, мы просто сделали договор со студией, Katy Dance Studio. Вот. У них основной, то есть отец-основатель Виктор, он с Украины, по-моему, и он как раз хип-хоп ведет, спортивно-бальные танцы, и предлагает также балет. Довольно интересно. Отлично. Те, кто знает, те, кто в Пномпене живет, в принципе, знают, где они находятся, в Канаде, в парке. Вот. Но они прям профессионально к этому подходят. Мы в самом, можно сказать, таком центре Пномпеня, это район BKK-1. Кто знает, все здесь застраивается вот такими высотными зданиями. Так, а мы идем вниз. Тимур! Подожди, иди. Такой праздник. Вот дети тут делают пауков каких-то.
Вот дети играют здесь. О, тут булочки всякие раздают. Я сегодня уже на завтрак одну съел, точно не буду. Кстати, здесь вот выпечка и булочки в Камбодже очень вкусная. Сразу прям видно, что вкуснейшие. Ну что, как, продолжаешь встречать гостей? Да, я сегодня привратник, наверное. Насчет того, как сюда попадают, по-разному. На самом деле лучшая реклама — это все-таки сарафанное радио. Вот, Ну, качественная работа, потому что я на самом деле вас нашел по сарафанному радио. Потому что мне люди сказали, что я говорю, вот куда мне отдать? Мне сказали, вот есть такой хороший садик. Мне, конечно, ездить сюда 35 минут с утра, но ничего, я как бы уже привык по этим пробкам гонять. Нормально, 35. Это еще нормально. Вот. Либо сарафанное радио, либо просто приходит со стороны, проходит мимо. Ну как здесь ищут, допустим, себе жилье? Проходят, фотографируют, ага, дом свободен, не свободен, вот этой рекламы тоже нет, когда Авито, есть Хмер24 и все. Но там половина объявлений старые, поэтому ходят по улицам, смотрят и все. Либо Facebook. Вот, у нас, в принципе, Facebook есть, но основная часть, конечно, либо сарафанное радио, либо просто здесь проходит, а потом уже начинается наконец. Проходит как-то семья Хмеров, вот, года 3-4 назад. Да, это еще до ковидные времена, и 4 детей. Все, понравилось, хотим записать. Даже тур не сделали. Мы спросили, вы откуда узнаем? Говорит, проходили мимо, место понравилось. Все. До сих пор с нами, а у них при этом дети такие очень умные. Девочка года 4 ей. Нет, она с Тимуром в классе, даже меньше. Она умеет там читать, писать и такая очень начитанная. И я знаю, что они в семье говорят между собой на английском. Ну, как мне сказали. Вот, хотя это обычный их мер. Но я не знаю, чем родители занимаются, как секретная конфиденциальность. Но тем не менее. Вот, и очень довольно-таки интересно, что есть различные, понятно, экспаты, японцы, когда детей своих приводят, они сами иногда по-английски не говорят, и их дети начинают быстрее говорить, чем они. И потом, я помню, было такое, приходит его мама с ребенком, ну, там, что-то надо было там запомнить, говорит, ребенок будет переводить, а он уже с нами там год, а я, говорит, он мне будет переводить на японский, я буду все записывать. Я говорю, все, хорошо, ладно. Вот, так что, веселая, конечно, история. Здесь вот около садика напротив кофейня такая импровизированная. А вот там тоже такие уличные лотки стоят с едой. Но они здесь такие как бы стационарные. Плотность населения здесь большая, поэтому здесь вот еды такой много. Так, сейчас еще Никита расскажет. У вас, получается, еще есть и начальная школа? У нас начальная школа с 6 до 12 лет. Ага. То есть там тоже 6 классов, она на соседней улице, 5 минут пешком, наверное, может, с твоими шагами-то побыстрее будет, минуту за 3 дойдешь, я минут за 5. Вот. Тоже, то есть у меня мой сын тоже ходит в первый класс, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, до 12 лет. Ага. И потом, соответственно, получает направление, либо в другие школы мы советуем, куда прийти, где там, можно продолжить образование. Но опять же, экспаты здесь, те, которые здесь живут, имеют бизнес, да, они как продолжат обучение. А многие сюда приезжают на 1 год, 2 года контракта и уезжают. Нам очень многие приходят, а можем на ребенка, допустим, на полгода записать. Вот. Но если есть в классе место, мы как бы записываем. Если нет, понятно, что фу. А так, в принципе, и, соответственно, берем за это пропорциональную общую стоимость. Потому что многие школы, я знаю, у них как бы нет жестких таких правил, типа, пришел даже на полгода, на месяц, за все это время платишь.
А тот кампус, да, он чуть поменьше, но мы в следующем году, а может быть даже с января, я тебе потом расскажу, мы в другой, тоже соседняя улица, там намного больше как бы здания, и там больше, ну, намного интереснее будет, там есть бассейн, есть большая спортплощадка, побольше класса. А сколько обучения в такой школе стоит? А тоже, вот то, что я тебе говорил, то есть у них начально, там от 4 до 7 тысяч. Вот. Вот, да. Ну, то, что я тебе называл, там, от 2,5, да, по-моему, Да. до 7 тысяч, это я тебе от 1 года до 12 лет. А, Вот. понятно. Чем старше, тем дороже. Понятно. Так что так. Ну, интересно. Может, Интересно. Тимур до 12 с нами проучится, Ну, кстати, да. если не сбежит. Так, ну все, Никит, спасибо тебе большое за экскурсию. Тебе спасибо, что пришел, хотя бы отвлек меня от хаоса, который здесь происходит. Ну да, я думаю, надеюсь, что подписчикам будет интересно посмотреть про то, как устроен интернациональный садик вообще в Да, Пномпене. да, конечно. Нет, прикольно. Нет, на самом деле, такие мероприятия мы стараемся проводить там раз в месяц, раз в полтора месяца, ну, в зависимости от мероприятия. Вот, так что, Все, спасибо большое. да, спасибо Пока. тебе. Друзья, ну вот и все. Надеюсь, вам было интересно посмотреть этот выпуск. Все, мы поехали домой, потому что слегка уже утомились. И утомился этот герой. Да, Тимур? Что там вот ты кушаешь? Шоколад? Все, всем пока. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий. Часто вот такие тележечки, которые не дают проехать, попадаются.